Вы в DICE как-то поработали над сетевым кодом? Да, мы сделали достаточно, и это магия. Всем привет, это Хелл, и это сраная магия, дружок. В этом видео расскажу о неткоде Battlefield 4, о премиуме и еще кое о чем интересном. Для начала пришло время разобраться, что же за говно творится в Батле 4 сетевым кодом, и свой рассказ я снабдил веселым видеорядом. Сейчас пойдут так называемые хардшоты, то бишь убийства с 2-3 пуль. Со стороны клиента без замедления они кажутся убийствами с одной пули, но технически это не так, и при замедлении это заметно. Хотя какая разница, вы все равно дохнете, ничего не успев сделать. Далее пойдут ваншоты, и в конце видео я включу шедевры от DICE. Никак не буду их комментировать, но просто знайте, что все видосы были закапчены после патча, убирающего баг с разменом смертями и зомби-убийцами с 0 хп. Так о сетевом коде. Многим игрокам бомбит пуканчики, они пытаются определить причины такой суровой упоротости кода, даже не понимая, что это. Крутят настройки в игре, все без толку. Короче, код — это алгоритм отправки пакетов от клиента к серверу, от клиента к клиенту и обратно в любых направлениях. От клиента к серверу идут пакеты с данными о положении игрока и всякой остальной херне. Так вот, количество и качество, то бишь возможные потери этих самых пакетов, зависит от пропускной способности сервера, провайдера игрока, который решил загамать батлушку, и еще от прямых рук программистов, которые работают над алгоритмами обработки этих самых пакетов. Есть такая штука, называется tick-rate, или как раз таки количество отправки пакетов от клиента на сервер. В Battlefield 4 это значение равняется 10 пакетам в секунду. В CS 1.6, к примеру, оно равно или более 100. Я могу быть не совсем точным, но соотношение примерно такое же. То есть при отправке от вас информация уже может потеряться. Если этот тормознутый сервер, он затупит с приемом, обработкой, и пока он отошлет еще туда и сюда и обратно, то вы уже посвистываете дырочкой в боку. Плюс высокий пинг, микролаги, нестабильный FPS, непонятный параметр сетевого сглаживания, с которым DICE сами еще не определились. Короче, все это превращает BF4 из шутера в непонятное неиграбельное нечто. Обиднее всего то, что это отчасти проблема технологичности BF4. Слишком большой объем информации необходимо отправить и обработать. Каждое положение бойца, разрушение, эффекты и теперь еще вводу на картах, которая отображается для всех одинаково и вносит свои коррективы в объем отправляемых данных. Также физика и еще хреново туча всего, чем не обременена CS 1.6 или тот же Call of Duty. Но, по сути, мне, как игроку, который заплатил деньги за игру, а не за открытый альфа-тест, должно быть как бы глубоко пофиг. И я не понимаю людей, которые пишут посты, что, мол, там, вы заплатили за игру, значит, вас все устроило. Че вы ноете, там баланс поправят, игры оптимизируют, баги уберут. Если ты играешь в эту игру там 100 часов, значит ты гонишь, что она тебя не цепляет. Это вам не в мыльных картах столбы фонарные шатать. Это слабые аргументы, и вот почему. BF4 изначально позиционировался как кибердисциплина со спектатором, возможностями записи, мувимейкинга, как в BO2, вопили школьнички. Но хрен им. Обновленный Battlelog, интеграция в мобильное устройство и запросы к ней были соответствующие. Назвался груздем, полезай в кузов. Ну, дальше вы знаете. Не буду повторять то, что я уже сказал в отзыве об BF4 вот тут. Если не смотрели, вот ссылка, но добавлю. Battlefield 4 является шутером. Я понимаю, что квадратным дебилам сей факт не объяснишь. Но, какой бы красивую графику не запилили разработчики, какой бы красивый технологичный сингл не сделали, сколько бы техники, стволов, камуфляжей не нарисовали или смоделили, какие бы реалистичные анимации не сделали, если на экране творится вот это, то это не шутер. А если это не шутер, то почему он позиционируется так в магазине? Почему он ни разу не киберспортивный, а его так представляли? Почему в шутере его основной элемент был оставлен на доработку после релиза? Почему баланс до сих пор не выровняли? Почему в игре куча багов и фиксы только добавляют температуре анусов новые градусы? Я этого не понимаю. Уже прошло достаточно времени, и объективности ради скажу, что результаты есть, но их слишком мало. Ну, с учетом всего вышесказанного и видеоматериала, который я показываю в данный момент, мне кажется, у этой игры, в принципе, киберспортивного будущего как такового нет. По крайней мере для меня. Потому что, насколько я знаю, технически исправить неткод, который так называют игроки, невозможно, потому что это та техническая составляющая движка,
на который как бы он рассчитан, и все матчи, соответственно, они будут проходить именно вот с такими вот невероятными моментами, когда вас убивает противник, у которого 0 хп, или когда ваши пули просто в него не проходят. Кстати, были добавлены анимации дергания только со стороны стреляющего, а не получающего пули. То есть, если вы стреляете в противника, он начинает дико дергаться, ну и из-за этого тоже хитбоксы смещаются, половина пуль не проходит, а для него просто на экране появляется кровь и чуть дергается прицел, что в принципе тоже полный бред, но эта часть механики, опять же, доставляет огромное количество проблем, но, зная DICE, можно с уверенностью сказать, что они это, естественно, не выпилят, не исправят, точно так же, как и спорный тейкдаун с ножа, который тоже очень часто неправильно работает. Также выглядывание из-за препятствий довольно-таки кривое, иногда боец стоит в анимации выглядывания, а сервер это не обрабатывает, соответственно, вас просто убивает из пустого места, и вы офигеваете от того, что по анимации просто чел стоит за стенкой, и его, естественно, не видно. И еще один немаловажный фактор, который, в принципе, по моему мнению, ставит крест на киберспорте, почему я не участвую ни в каких соревнованиях, потому что это абсолютно бесполезно из-за того, что античит, в принципе, не улучшили, это тот же самый старый панбастер, его периодически обновляют, и недавно конкуренты, которые занимаются платными читами, слили своего конкурента, то есть огромное количество игроков сразу же полетели в бан. Это было забавно, смешно, но дело в том, что это единичные случаи за всю историю BF3. Такое тоже несколько раз было, но, слава богу, хотя бы нету волн бана и никакой подогретый анус с Artificial Aiming не ломает GGC стрим, то ли они улучшили защиту, то ли все-таки чит так до сих пор ни разу не спалился. Но я уверен, что, скорее всего, чит ни разу не спалился. Ну и, скорее всего, это закономерно. Мне кажется, что продажи DLC все-таки будут падать. Кстати, о DLC и моем невероятном премиуме. Я говорил, что покупать премиум, естественно, не буду, и все будущие DLC, несмотря на то, что там будет мой любимый вал, который зачем-то пиханули инженеру, я, естественно, брать не буду. Но я его и не покупал, этот самый премиум. Я его выиграл на сайте probattle.ru. Собственно говоря, там проводился конкурс на лучшее видео. Я отослал 3 своих работы с канала, и они понравились. Там жюри, я не знаю, там, по крайней мере, один точно администратор, который выдал мне благополучно приз мой на Киви кошелек 1500 рублей. И вот, собственно говоря, откуда у меня появился премиум. Я на него не тратился и тратиться, естественно, не собирался. Теперь по поводу канала и того, как, в принципе, будет развиваться он, и какие есть планы, и как вы можете в этом поспособствовать, если вы посмотрели видео, оно вам понравилось, и вы поставили лайк. Во-первых, для того, чтобы качество видео было лучше, я, естественно, буду заливать их теперь в разрешении 4К. Я думаю, заметили, что в видео доступна эта опция. По поводу винды, опять же, собираюсь поставить Windows 8.1, то есть я посмотрел по всем там исследованиям обычных игроков. На винде 8.1 батла идет стабильнее, без микролагов, и максимальный FPS в среднем вырастает где-то на 20-30 единиц. То есть для меня, как для человека, который собирается писать в 1920 на 1080, это в принципе критично. Плюс 60 FPS в принципе тоже надо записывать, и естественно любой прирост FPS он будет довольно-таки полезен. Во-вторых, мы собираемся создать наши группы ВКонтакте, в Твиттере, в Google Плюсе, везде, где только можно, чтобы иметь возможность расширить аудиторию, соответственно, как-то более или менее развить канал. Будут созданы открытые кошельки WebMoney, Kiwi кошелек, то есть любая возможность, и если у кого-то есть такое желание, я уверен, что из 100 человек такое желание будет только у 2, но тем не менее, то, что вы можете сделать без проблем, это кликнуть на рекламу. То есть я уже когда-то об этом говорил, и все на ютубе стараются каким-то образом напомнить, что если вылезает это назойливое сообщение о том, что там нажмите и посмотрите, как можно там увеличить свою прибыльность на Форекс, несмотря на то, что половина народа вообще не знает, что это, да и не надо. В общем, просто кликните на рекламу, и это даст нам пару центов. То есть суммарно за все видео, которые я сделал, я получил где-то $2. Это вообще нисколько, и от этого, в принципе, пользы никакой нет. Ну, будем стараться, будем развиваться. С вашей помощью, нашим усердием, я думаю, многого добьемся. Поэтому, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ждите новых видео в новом качестве, на новом уровне, на новом канале с кучей новых подписчиков. Всем удачи!
It's magic.